Лады по 2,5 миллиона, электронные повестки и доллар по 83 рубля. И это только начало, ребят. В мире сейчас такое происходит, что ко всему лучше всего быть готовым заранее. Ну а как узнать, что вообще к чему и как готовиться к этому? Я лично для этого смотрю канал «Мультипликатор» и рекомендую его всем своим друзьям. Автор этого канала – известный экономист и рассказывает о важнейших событиях будущего в мире и экономике и способах подготовки к ним. В 2021 году он предупреждал, что в 2022 цены на недвижку и акции пойдут вниз. Так оно и произошло. Я, кстати, этим воспользовался. Про рубль и доллар тоже все грамотно разложил и отыграло все как по нотам. Сейчас свежак выпустил на канале по недвижимости и ипотеке. Обязательно к просмотру. Если имеете или планируете покупать или продавать недвижку с ипотекой, этот видос будет для вас. А чего стоит его видеоразбор цифрового рубля с закрытой информацией и этапами внедрения? Об этом на ютубе никто не говорил никогда. В общем, если вы не хотите лишиться накоплений и собственности в 2023 году или вообще остаться без пенсии и средств к существованию в старости, смотрите, изучайте канал Эвана Мультипликатора, который один из немногих объясняет, что сейчас происходит на самом деле и к чему еще нужно готовиться россиянам уже в этом году. Готов поспорить, что вы не знаете и 10% от этого, как и я в свое время. Обязательно подписывайтесь на канал Мультипликатора, чтобы понимать больше, чем 90% ваших знакомых. Знать, что нас ждет впереди и быть хорошо подготовленным к этому. Ссылка в описании под этим видео. Переходите, подписывайтесь, изучайте, ну и будьте более грамотными в этой жизни и просто даже в беседах с вашими друзьями и знакомыми. Здорово, братва! Наконец-то вы до меня добрались. У меня сегодня день рождения, и я себе решил сделать подарок. Показать всем вот этим вашим мажорским тачкам, которые стоят реально дорого, что можно купить примерно такую же, но гораздо дешевле. И ехать на них, не боясь оторвать ни бампера, ни погнуть двери. Сейчас мы едем смотреть одну из машин в город Лиски. У нас на сегодня 3 варианта. Я надеюсь, что сегодня мы купим обязательно автомобиль и поехать показать вам, как все же на них надо ехать. А не вот эти вот, когда по 2 миллиона машины, люди боятся что-то оторвать. А маршруты нормальные есть вообще или так, песочек? Маршруты есть. Поедем на Белую гору по квадротропе. А здесь что за вариант сейчас будем смотреть? Range Rover с 4.4 двигателем. Конечно, сильно хотел с таким двигателем. BMW-шным? Ну, насколько я знаю, да. В идеале, конечно, 4.2 на компрессоре. Они говорят, самые надежные и хотя бы едущие. Вот он стоит, это он. Да. Прогрели специально, чтобы не было стуков слышно. Смотри, какая жесть. Заводить можно? Конечно. Слышал звук? У нее прям что-то, как будто цепь жестко. Это плохое. На старте. Чек горит, что Мотор-то BMW-шный, все нормально. за него хотят 700 тысяч. Ну что, тут живой? До 400 торганем. Почему? Ну, как мне кажется, он не выглядит на 700 тысяч никак. Но руль прям уставший, все уставший, чек горит. Не хочешь смотреть его? Мы делали путь на 10 километров по всем пробкам. Да что? А ты уже сразу расстроился. Может, дашь ему шанс? Достань свой чудо-приборчик. А почему чек горит? Сколько расход? 30, наверное, сейчас, да? Да нет, почему? До 20 где-то ест. Когда лямбда умирает, они прям жрать начинают. У нас, смотри, диагностика есть, можно подключить. Офигеть, ты вообще не воодушевлен. Тут вообще ни капли. Нафиг мы вставали. В 5 утра ехали сюда. А ему не нравится. Мотор. Это ягуаровский, это Да. не BMW-шный? Это ягуаровский. А как его можно отличить по лошадям? 306, да, лошадей. Это ягуар, да, он нормальный. BMW? Типа. А BMW 286, да? Да. Вот как надо разбираться. Ну, ягуаровский вроде неплохой. А желтая это по безопасности клемма, что здесь стояло? Я не могу сказать, не я, собственно. Желтый. Я не знаю, я вот не так вот покупал. Что там с клеммой? Ага, я понял. Доставай чудо-приборчик. Может, он весь в родне. Не стоит. Не стоит? Конечно, нет. Вообще разочарован Да, будет. смотри, тут. Ну, по крайней мере, на эти кузова вроде как здесь болезненные. Да всего лишь там пару клипсов.
Забраковал все. В смысле, не хочешь, что ли? Да ты посмотри на его лицо недовольно. Там пол багажника запчастей, две шаровые, две рулевые тяги. Ну так по мелочам и сами, все куплено. Ну, просто поднимается, да? Да. Не электро. Нет, нет. Ну, какие-то запчасти есть. Вадим, как у тебя в бэхе, да, все? Ну, полный багажник запчастей. Да. Блин, ну а что ты вообще ожидал? Да ну как минимум, чтобы вот это вот ничего не было. Это ужас. Все стоит недорого сделать. Да, но это Вот все это вместе пока потом, знаешь, это сколько будет стоить? Нет, просто вот это вот говорит о общем состоянии автомобиля. То есть если человеку вот это не надо было, его не напрягало, руль ободранный его не напрягает, значит там его не напрягает ничего. Да, не всякое бывает. Вот смотри, что это, идет дождь и что-то из-под машины. Что тебе в нем не понравилось? Ну тоже говно это. Общее состояние Общее тачки. состояние, да, она херота полная. Давайте попрощаемся. И 7 лет она в одних руках явно не у него, а у кого-то другого была. Ладно, все. Давайте счастливо. Все, удачи. Вам тоже. Надо было сказать поздравляю, автомобиль остается у вас. Ну, видишь, они говорят, типа, мы сильно не будем торговаться там на бензин, но я Бензин думаю, это 2000. от 500, а у нас машин живет много. Да, ну, она немного у нас получилось, по-моему. Нет, но он же сказал, только на бензин скинем. Я говорю, машин у нас живет очень много. Хорошо, что не надо, если приехали, да, тогда вообще Не, нам не надо- торганули. Что, Мерса решил? Да Мерса, да, посмотреть. А что именно Мерс? Ну, он как-то более современнее выглядит, что ли. Понтовый? Ну, можно так сказать, да. Наберем сейчас. Чем 5-литровый лучше, чем 3,5? Ну, кроме мощности. Ну, 3,5, говорят, проблемный мотор по задирам, по цепям. Алло, день добрый, по машине звоню, по Мерседесу не продали? Да погоди. А он на улице стоит, хотя бы, может, так визуально мы его посмотрим. Да в Минске он устал, я думаю. По торгу там мы обговариваем. Тох ты, конечно, да. Ну, блин, скажите тогда, где он стоит, мы поедем, посмотрим его, да и наберем. Ну, наверное, но я думаю, через 2 часа мы его можем посмотреть. Да, можем, и по мы торгу он торгуется, поэтому, я думаю, за 600. Мы сами пока сейчас еще доедем, нам еще час ехать. Ну и по серому можно набрать Можем по сразу. фреш пока заскочить, мне надо там ПТС-ку сдать от РНЖ. Кофе там выпьем. Давай А еще может по они серому. что-нибудь тебе подскажут быстренько новое, да? По серому наберем. Какой-нибудь вариантик. Да у них вроде ничего не было, я с утра спрашиваю. Если 3,5, он если у нас умрет завтра, то Ну, он вон, все двери пожеваны, промятый весь. весь жеванный крот. Задняя крышка багажника ужасная. Вообще трэш. Ух, не, мы его вряд ли поедем смотреть. А, Ранж-Ровер новая машина по сравнению с этой. Ну ты там будешь права качать? Там жуки, наверное. Не, я даже не хочу ее смотреть. Их. Давай с красной договариваться. Давай еще раз сейчас наберем. Скажите адрес, мы через часа полтора подъедем, посмотрим, там уж ближе созвонимся. 48. Все, хорошо, я наберу позже. Я думаю, это наш вариант. Вот на той ванне мы зимой катаемся с горки. Серьезно? Да. Знаешь, сколько ей лет уже? Lежит, и ты никак ее не заберешь. Нет. Здесь даже, видишь, ее местные алкоголики не воруют, они знают нашу ванну. Тут дети А здесь как этот катаются. твой район называется? О, тут без мата не скажешь. Покажись, чудище. Вот. Это а он на пневме или на пружинах? Слушай, а он так боевой издалека. Ну, не знаю. У тебя уже глаза загорелись, Антон. Нет, так вот смотри, он какой-то расширенный или нет? Или я ошибаюсь? Это чисто твой вариант. На сиденье перетянута вот эта часть. Слушай, ну в отличие от того, там дыра была вообще в сиденье. Что-то тут не так. Да, все нормально. Но тебе уже интересно, скажи, или нет? Или ты опять потух? Слушай, ну я надеюсь хотя бы, что она будет печальная с виду, но будет там нормальная внутри. Он хочет порвать YouTube просто на нем. Чтобы все охерели, что может эта тачка. Потому что никогда не видели, что она может на оффроуде.
И сказала, говорит, приезжайте в Воронеж, мы сами вообще из Белгорода, говорит, я вам покажу. Вот мы смотрим вторую машину за этим. Слушай, ну она выглядит прикольно. Разноцветно. Я бы посмотрел, что она может. Я бы тоже, Под, вот реально. Под Артемом. А когда приедете? Да, все. Ждем. А компрессор есть перестану качать? Ну, 550 пока по телефону решили. А висит он 650. 650 висит, да. Тебе решать. Вот это все равно ты все потеряешь. Дверь не в цвет, зеркало оторвано. Ну здесь хотя бы, знаешь, когда отрываешь порог, и ты такой вспоминаешь, да он уже был не очень. Как-то проще, да, к этому Да, относиться? да, что надо новое купить и все. По ограничениям, был давайте в ДТП. посмотрим. Конечно, был он. Раз, два, три, Раз 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 раз он был только по отчету. Но последний раз в 21 году он был. Смотреть, какие тяжести. Так, правая сторона, Весь, вся левая сторона, правая, левая, угол, жопа. задняя сторона. И все причем по отдельности. Морда с левой стороной. Опять левая сторона. Но сделан хорошо, да, потом опять левая сторона. Днище было даже проведено. Вон трубы, видишь, кривенько висят. А есть даже фотка битый в 19 году был. Вот, смотри, жестко. Чего, не жестко? Ну, вообще нет. Ну так, локально этот капот подкрасить и фару на место поставить. Без покраски. Переднее крыло, они его что, с собакой грызли, что ли? Да, по-моему, там волкодав был какой-то. А тут его за сколько продавали? 260 тысяч. С дырой в крыле разбитый. Так, Да? а да, это в 19 году, ну это 4 года назад. Провода есть еще? В общем, история такая. Покупали машину для работы, не для всяких там схем, а просто именно работать, которую не жалко. Вот она ездит, все. Есть одна проблема, была повреждена трубка пневмы. Ну, вроде как ее там подмотали. Кое-как он сейчас должен накачаться, завестись и ездить. А если сейчас заведется и нормально будет ездить, Тимоха сейчас примет все свои поздравления по телефону. Мы будем его пробовать. Ну, надеюсь, завтра он поедет кататься. Если он завтра не поедет и не купит сегодня, тогда мы едем с Генкой на гелике. Мы с ним уже созвонились. Генка, это, помните, белый гелик подготовленный. Без вопросов возьму вас на борт и прокачу по интересному маршрутику. Ну смотри, салон Вот только хороший. что перетянули вот эту часть, не в цвет немного. Но хотя бы перетянули. А вот с рулем, конечно, беда. Руль Нарди поставишь от Феррари. Руль покрашу и все. Слушай, ты нормально, Мы не едем в этот солидно, тачку. солидно Тебе, кстати, выглядишь. на самом деле идет. Иди оценивай работу мотора. Я вот не успел трубы посмотреть. Не было? Ну, глянь, сразу поднялся, да? По-моему, нет. Все, да. Я же говорю, он сразу накачался. Ну что, Ну так вроде ничего. нормально? Самое главное, завелась с трубы, как Антон говорит, видел, не дымануло. Но цепи я не услышал, чтобы замыкали. На этой машине в принципе теперь ничего не страшно. Кроме, наверное, нового ее хозяина. Тебя, увидеть тебя. В принципе, с 5-литровым мотором она должна по-сырому ехать боком. Но если она не будет ехать боком, мы ее заставим. Там многообещающе мы ее заставим. Я хочу на это посмотреть. Просто вспомнить тот видос 3-летней давности. Но Тимоха-то у нас катался много раз там на разных тачках. На Сабаре он давал, конечно, там жесть. Когда пацаны все с Воронежа собрались, катались или там. Он везде, я не знаю, А можно... на Хонде? А? А на Хонде дерево. На Хонде, да, было Сносил. такое, когда я на гелике Авито приезжал, он об деревья там на Хонде давал. Мерседес, у меня никогда его не было, он задний, по-моему, вот так включается. Она почему-то не включается. Вот, я жму кнопочку и вверх. Он что-то пишет вверх. Кнопочку не надо жать, просто. Тормоз нажат. Включилось. Так, а это что, блокировка заднего дифференциала есть? Это получается оффроуд версия.
Ничего себе. Второй момент, видишь, у нее спорт и комфорт подвеска. Вот она стоит все время спорту, она не переключается комфорт. Ну, может, спортсмен? Не знаю. Ну, на грязюке тебе надо будет комфорт. Все. But the past too impatient, that's why she never made it. Play fast, keep passing. I was cute, but the money made me handsome. Say kidnap your bitch, no ransom. Say Блин, ну не как раньше, конечно, но в принципе едет. Да? Или нет? Я еще когда... Вот она, во-первых, дергается, это первое. И второе, что у нее прям... Вот, и коробка, чушь как работает. Давай сейчас просто в обычном режиме прокатимся. Блоки хочешь проверить? Не, вот так вот. Вот диагональ словилась. Чик, чик. Ну вот он нарыл. Да. Это наш вариант. Цена только. Цена, да. Поднимает потихоньку переднюю ось, зад уже поднялся хорошо. Прям видно, как передняя ось еще потихоньку, но поднимается. Тут еще сильнее поднялся. Ну? Дрова. Ну, пневму закачали, нашли там еще блокировку центрального дифа и заднюю блоку. Включили, заезжали на бугорок, и она, ну, вроде как работает блока. Но задние колеса вместе крутились. Сейчас жижу посмотреть, хоть залезть, открутить. Гудрон, Ну так, да. винтик. Да, он вообще не крепится. Так, что, дадите нам 5 минут подумать? Пойдем. Мое мнение, мне просто интересно посмотреть, что она сможет. Тем более, если задняя блока точно работает. Работает. Центр мы не поняли. Ну, только поймешь. А центр ты сейчас никак не поймешь. Как не проверишь, да. Ну 500. Я думаю, да, надо сказать 500 и все. Да, нет. Какой-то он скучный, да? Раньше веселый был. Или может холодно, просто его сковывает. Да у него день рождения, он уже хочет жестко тусить. Разговляться, говорит, буду сегодня, а завтра покатуха. Там Виталсон ждет, дядя Сережа ждет, Гена на гелике ждет. Мне интересно вообще, что будет происходить, и доедет ли эта машина. Что, пойдем в сервисе погреемся? Был у него? А, ты ж был. Конечно. Мотоски они там делают, эти сейф мото, что-то такое. А он какого года? Как кто? Марс? Да. 6-го, наверное, какого-то. 5-6. Ты даже не знаешь, какого года ты машину купил. Какая разница? Через одну долю секунды Юрок все-таки выдернул мы настоящий едем оригинал. с Тимохой на оффроуд. Всем пока. Так, теперь маленькая вклейка в этот видос. Это я не хочу сильно спойлерить, но я вам уже покажу, что было в этой серии, в следующей и еще в одной серии. Тадам! Но теперь я его закрою своей спиной, своими широкими плечами. И хочу вам просто рассказать, ответить на один из многочисленных вопросов. Как вы купили машины? Я уже спойлерил так аккуратненько в некоторых видосах, когда я купил Dodge Stealth по низу рынка России за 300 тысяч рублей. Дешевле просто не было. Как я купил Финика, как я его нашел? Просто вечером сидел и в одном интересном приложении я его нашел. Также купили вот этот email. В общем, давайте расскажу просто быстренько и по порядку. Я пользуюсь приложением Хараба. Это профессиональный сервис для профессиональных перекупщиков и профессиональных подборщиков. Что он вам дает? Он подтягивает, этот сервис подтягивает в себя все объявления Авито, Автору, Дром, Юла, также площадки официальных дилеров, площадки крупнейших игроков в нашей стране, которые занимаются продажами подержанными автомобилями. И вы можете настроить множество фильтров, ну, в зависимости от вашей подписки. У меня 10 фильтров доступно. То есть удаленность от города я себе сделал по настроению. Я хочу поехать за 400 километров максимум. У меня там есть все тачки под мои характеристики за 400 километров от города. Есть там Москва, есть вся Россия, марки автомобилей. Просто фильтров огромное множество. Что происходит дальше? Я просто формирую свою ленту, которую я смотрю. В этой ленте все объявления со всех площадок. Я сортирую ее по отклонению ниже рынка, либо по рынку, и вижу первыми объявления с максимальным отклонением, то есть с максимальной низкой ценой на рынке. Все. Открываешь, переходишь, звонишь.
Также в Харабо есть вкладка «Рынок», по которой вы можете посмотреть всю аналитику по нужной вам модели и увидеть максимальное отклонение рынка или по интересующему вас объявлению, оно в рынке, не в рынке, насколько можно там заработать, какой зазорчик. Ну и самое главное, телеграм-уведомления о новых объявлениях. Теперь переходим по ссылкам в описании, скачиваем себе Харабу и получаем при регистрации 2 дня бесплатного полного доступа. Тестируем, проверяем, смотрим вечером на диване за просмотром нашего видоса вот этого, смотрим, что вам интересно, а далее уже продляете и пользуетесь на полную катушку и покупаете себе самые выгодные предложения. А теперь погнали смотреть вот эту серию, что будет дальше с этим email, что Тимоха сотворит. И вообще все последующие серии, у нас тут перезагрузка полная сезона. Мы решили тестировать все стандартные автомобили и хотим посмотреть, что они могут в тех же самых условиях, что мы раньше ездили, но они не могли, возможно, раскрыть свой потенциал, если на них поставить нормальную грязевую резину. То, о чем вы писали много лет. Просто в каждый второй комментарий был: поставьте нормальную резину, эта тачка поедет. Мы все сделаем. Мы вас послушались. И поэтому ждите каждую следующую серию, заваривайте чай, покупайте конфетки. Будем эти тачки нормально сейчас испытывать. Страшно, страшно. Что там будет дальше? Надо ее пробовать первый день. Есть переживания за вентиляторы, за пневму. Да за много чего есть переживания. Надеюсь, она этот день выживет. Если сегодня машина выживет, на следующие выходные, на следующую поездку будем ставить грязевую резину. Будем пробовать дальше. Там маршрут чуть полегче. Сюда суваться я пока не вижу смысла. Давайте начнем через мост налево. Если нам будет мало и будут желающие, мы поедем Ты сюда. на танке будешь показывать, да? Конечно, да. У нас сегодня полноценный тест-драйв автомобиля на... Это по салону? Да нет, купил себе. Туда его можно разбивать. Не-не-не, ну я же себе Салонные купил, обычно а не потом салонный. проблемы. Типа, зачем вы бампер оторвали, мы вам больше не дадим тачку. А так, Слушай, если бы салонный, мне кажется, наоборот, пофигу, там, делайте с ней, потому что она потом тебе заставляет по оригиналу все платить по отечественным ценам. А так ты по своим на Авито будешь покупать, выбирать. Ну, Сейчас ты как сегодня будешь вообще ее долбить по полной? Да? Ну, это вообще не моя машина, не понял? А кому купили-то? Тимохи. Субарист. Субарист купил МЛ. Тёма, ты чё ел-то, расскажи мне. Загляни просто в багажник, там ящик еще осталось. Ага. Ну, видел, как все хорошо работает? Колесики гребут. Блокировочка. Оффроуд пакет. Слушай, поднялся, солиднее стал выглядеть на своих японцах. Да, могу себе позволить такую тачку теперь. МЛ. Ох, жесть. Что уже, поджилочки трясутся? Да не трясутся пока. А это китаец или что? Это лайт, скажи. Тут можно было на рендже поехать. Да. А чем мы не поехали? Есть шанс еще вернуться. Перевернуться. Танк сел или просто стоит? Сел. Сел? Да. Если
если бы там больше разгона взял, все бы проскочил. Ну, новичок. Дрифт это вот его тема. ЕСП не отключается до конца. Разгона мало было. ЕСП не отключилась до конца. Да она тебе не нужна. Ей бы буксовать и ехать, а она душить не дает. Через руль там как-то раньше было у них. Чего свернуть пока не поздно. Не-не. Столько вот Только вперед. первый трезвый в жизни день рождения провел из-за покупки этой машины. Не только BMW, оказывается, не едут, но еще и музыки поздувались. Только он гелик показывает класс, остальные такси. Антон, хочешь тебе лайфхак подскажу? Чтобы не гонять с тросами, возьми просто в руки камеру и все будут думать, что ты оператор. У меня это работает безотказно. Хорошо идет, да, МЛ? Жестко, смотри, как поехал. Получилось, как будто МЛ пытается обогнать гелик, но из-за колеи мешает ему. И гелик не дается, не уступает ему. Шашки. Да? Твое любимое слово. Мамкин хасанатор и шашки. Мне показалось, или он что-то кушал, когда ехал? Кофе пил. Я посмотрел, он что-то пережевывал тщательно. Даешь в отсечку, ловится стабилизация, не дает разогнаться ему. Второе, после 30 в транспортировочный режим, когда он переходит, ты в отсечку закрутил, скорость больше 30 выскочила, и все, и пневма опустилась. Вот с этим надо будет поработать. Либо ее накачивать вручную и отключать от ее мозгов, и разобраться с оборотами, чтобы не скидывало. Отвязывать, короче, да, надо его? Отвязать надо, да. Отвязать надо. Сейчас танк просто уезжает, Тимон. Танк просто смеется над тобой. Блядь, это старый этот подстрекатель. Это что за марка? Что за марка? Танк. Вадим, ну ты кроме BMW вообще ничего не знаешь. Танк, так и называется. Это марка? Да, марка. Или это модель? Да. Уже понятно все. Что непонятно? Уже все понятно. Что понятно? Или ездуна менять, или машину. Одно из двух. Ты напрасно расстроился. Сейчас посмотрим. Сейчас же первый выезд. Сейчас ты ей сделаешь. Как раз все и вылезают косяки. Что сначала, сейчас ты реабилитируешься. Сейчас все будет прям. Капец, первое препятствие, он уже паник духом. Немножко автомобиль подвел. Так хоть посмотрю на это чудо техники. Мне кажется, это, знаешь, что-то такое Мерседес, спрятанное в овечьей шкуре, наверное, что-то из этой оперы. Это гелик, спрятанный в джимнике. Я не знаю, это гелик на минималках, джимник на максималках, Рубикон, что-то среднее между Рубиконом еще, наверное. Ребят, я честно, вот сегодня брал эту тачку, я специально не стал ничего читать. Единственное, у меня вот сегодня мой оператор скинул, как там отключить стабилизацию. Вот реально без стабилизации она начала вытворять чудеса, потому что до этого мы сидели. Я не стал ничего читать, не смотреть никаких обзоров, чтобы вот эти вот эмоции были, ребята, настоящие. Хочется материться, я в шоке. Ну, все отключилось, все пошло, поехало. Сейчас будем шишигу спасать на МЛ. А где трос есть?
как ты увернулся? Тихо, стой, стой, стой! Стой! Давай, давай! Антон, ходи. То есть сейчас доказали, что танк лучше, чем Прадик. Здесь только что МЛ-ка проезжала, потом МЛ-ка там не проехала, и Прадик сел. Они просто углубляют, видимо, локацию эту. Опять перестал ехать. Почему? Что-то подзалило там. Затроило, запердело и не вывезло. Ну, вон, видишь. Ну а так-то, в общем-то, и ничего, сейчас только привыкнуть к этой коробке. Так ты уже Прадика порвал, считай. Ну я тоже здесь проезжал и там проезжал. Я представляю, какая будет дичь, если он реально поставит грязевую резину. Я хочу приехать это посмотреть. Тимох, а так сможет? Да. Красота, Мерседес. Тяжелая артиллерия идет в бой. Че, сразу Гена и тянем и Прадика, и танка, да? Не отцепляйся на танк. И Мурада тоже тянем. Дядь Сереж, вошером надо. Что за вот это вот мезозойские какие-то замашки? Капец, они его вертят. Смотри, чтобы мельку так не крутанули. Лёнь! А ты что делаешь? Хочешь лужу переехать и ее вычерпываешь? Да, и чтобы полегче было, я хожу вот отсюда, переношу туда. Ухаживаю за автомобилем. Детейлинг Да, да, детейлинг, чтобы легенький. вся грязь туда, под это. Танк вроде испугался и домой уехал, да? Да. Не, это зло, чистое зло, Антон. Турбо похоже, да? Турбо, турбо. Это круче, чем твоя, да, Нива? Понятно, там подготовка гораздо интереснее. Там моих 3 похоронено. Я вдвоем нужно посчитать единицу. Как он его чуть на бок Он не просто положился? Не снял? Снял. Я думал, ты все уже, свалишься на бок. Страшно было? Нет, был намного хуже. Еще раз 5 бы проехал, да, так? Да легко. Минус бампер. Видел бампер, а? Как называется машина? Никак, едет никак.
продано. Да, а ты заметил, как и многие покупают себе машину какого-то цвета? Там кто-то зеленого покупает, в зеленой куртке только ходит, оранжевый в оранжевой куртке. Ну у него что-то с дальтонизмом, по-моему. Цвет не подошел. Где твоя Неправильно. вишневая куртка? Ну вот она. Ну вот она. Тебе надо сейчас в грязи изваляться и будет, ну вот, в цвет Мерса. Не, бывает вообще жесткий фетиш, вообще все одного. Например, синяя машина, все синее, и сам синий. Или там зеленая машина, да, и шапка В зеленая. синей яме постоянно. А чё как-то по-позерски в объезд? Ну, поехал, давай по следам праздника. Горит все, что можно. Зато едет. Тимоха тут оглох. А проедь не поперек, а вдоль. Вот эту лужу, она глубокая. Ух. Так а что, вот эта бутылка что ли мешала туда гелику, да? Скользкая, мокрая. Это надо реванш. Дим, нормально колесо задрал, да? Он? Да, вообще, тривилил жестко. Знаешь, что у лоурайдеров вот эта тема, когда они одно колесо. Сейчас грязи тут будет. Второй нам вместе. Давай, дядя Сережа. Спорим, проедет. И мы как последний путь. Там Артем красавчик, я знаю, он сейчас не будет стесняться. Да он уже стесняется, смотри. Давай, давай, давай! Молодец! Хорош! Там горка есть, поехали на горку. Поехали на горку, МЛ проверим. Болото, и там все раз... А может там уже не размоет. Поехали пробуем. Поехали проверим, да. Какая вместимость у МЛ? Раз, два я, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, вон еще 9. Трехрядный? Трехрядный? Четырех, это версия четырехрядного Pro. С друзьями веселее называется. Давай, давай. Мажоры.
создавать. Ну и... Помнишь эту горку? У тебя не было? У меня не было. Туарек разложился. А я на гелике туда не поехал. На нем туда страшно. А на белом бы ты на своем прыгнул? Но я туда зассал, когда на бежали. Ну чё, ты в гору полетишь? Сейчас поедем, колеса качаем. Йо. Или кого? Ты с ручника-то хоть сними. Знаете, включи по чуть-чуть, дядь Сереж. Сам давай. Еще чуть-чуть, еще. Давай. Стоп! Газу! Давай, еще. Влево и вперед, давай, влево и сюда, давай. Давай, как ты умеешь, дядь Сереж! Доминирует жестко. Пробный заезд дяди Сережи, короля всех горок России. Разве он король, а Мишка? Не, а Мишку надо сюда брать на белом и тогда сравнить. Вот на какие-то горки выбрать и окончательно уже определиться, кто король горок всей России. Тащил? Не, упер. Все, нормально, кати. Красавчик. Хорош. Так стоя может ехать. Ты там стоишь в полный рост? Да, вот стоя. Все, сроднился уже с тачкой. Ну еще нет, надо все решить, вот эти все моменты. Ну тебе нравится. Ну ничего. Не разочаровался, да, что ты купил у меня его? Ну так, пока еще непонятно, видишь, он руль тяжело крутится, ошибки все повылезли. Мерседес по низу рынка, одним словом.
Заедет, должен. Мотор здесь нужен, он не может, денег не хватает. 500-й, 296 сил. Все так мало? Атмосферник, да, ему не хватает просто здесь разогнаться уже. А в 55-м таком кузове сколько? В 55-м было 470, там, 4, что-то такое, 478. Ой-ой-ой. Виталик. Мне тоже стало интересно, кто за рулем там, Джексон. Тальсон сам. Дерево упрешь, без шансов, Виталь. Только дерево. Если хочешь, пусть тебя дергают пусть. Нет, стой! Стой, дергают. Да давай! Сланча! Нормально. Вот лучше бы он через дерево ехал, чем удар сейчас. Она карбюраторная, да, Антон? Ну, типа бенз отлил. Джетроник стоит, они сам ставят. Давай, Виталь, давай, поливай. Отстраивали долго. Вот так и надо. Без зеркал оставаться. Ну, давай дальше. Капец. А как они без зеркал-то дальше ездить будут? Порвалась? Пара, да. Давай, да, пара. Слушай, Антон, я каждый, выпуск, когда приезжают Нивы, думаю, ну наконец-то, надеюсь, сегодня будет тот самый выпуск, где Нива не порвалась. Был Когда? в Тамбове синяя Нива, которая Теслу рвала. Так нет, это не про оффроуд. Я про оффроуд. Не было ни одного выпуска, чтобы Нива не разорвалась у нас на канале. Я тебе серьезно. Так потому что нивоводы долбят до последнего, пока Был не такой порвётся. выпуск, когда Нива не порвалась, просто Мурат не приехал на своей. Она у него целая Это ты про осталась. этот сейчас выпуск говоришь? Она заведомо порванная. А ты у нас вообще приезжал когда-нибудь нормально кататься? Ну, первый день откатали, в общем, неплохо, немного свыкаюсь с машиной, еще есть с чем свыкнуться, еще есть много моментов, которые в ней надо исправить. Но обязательно поставить грязевую резину. И нет сейчас смысла ее убивать до конца, она и так бедолага. Доделаем, поставим резину и на следующих выходных тогда уже будем ехать. То есть продолжение будет? Да. Нам приезжать в Воронеж? В пятницу, да? Ну, наверное. Мы возьмем Прадика тогда, Ренжа возьмем, что-нибудь еще, да, погоняем? Да? Какого ранжа? Там 507. А еще Субарик будет, да? Наверное. Но это уже совсем другая история. Всем пока, спасибо за просмотр. С вами был канал Интрига. Провели, это твое любимое слово, провели 2 изумительных дня, один под дождем, один на ветру, и все, в принципе, нормально. А почему ты Интрига называешь? Потому что все потом мы вам как-нибудь покажем. Это будет в следующей серии. Показывай. Вы поймете, если Показывай, догадаетесь. месяца обычно. Все, всем пока, ставьте лайки. А что там еще ставят? Колокольчик надо отжать. Подписаться на канал, поставить колокольчик. Да. И что-то еще. И напишите комментарий, вот, какой-нибудь хороший. Развернутый, больше слов, чтобы было в нем. А теперь все, всем пока. Собрать в кучку. Вот оно тебе и мешало, давление нажать. Йоу. Ну, конечно, мешает, ее надо вовнутрь заливать.